Привет! Давайте быстренько пробежимся по испытанию в горном хребте ледяной бездны, чтобы вы были в курсе, что там вообще происходит. Так вот, у нас есть два старейшины — Хань Ли и Сутун Сяо. Их задача — тайно присматривать за учениками своей секты во время, казалось бы, обычного экзамена. Но, как вы понимаете, это стандартное задание очень быстро превращается в продуманную смертельную ловушку. Итак, во-первых, учеников делят на три группы. Две из них — так называемые элитные. На самом деле оказываются, довольно неопытными. Они паникуют в бою, и старейшина Сутун решает им тайно помочь. Из-за этого ученики становятся чересчур самоуверенными, думают, что им вообще ничего не угрожает. А в это же время третья группа, где состоит Бай Суюань, показывает, как надо. Они действуют слаженно и справляются совсем сами. Во-вторых, ловушка. И вот тут-то все и начинается. Внезапно появляются два невероятно мощных демонических зверя и нападают на те самые элитные группы. Конечно, Хань Ли и Сутун Сяо вмешиваются, но звери оказываются просто приманкой. Как только их побеждают, они взрываются и создают такие мощные формации, которые ловят обоих старейшин в ловушку. Понимаете, это была скоординированная засада, чтобы лишить учеников защиты. Ну и, наконец, настоящая цель. Когда старейшины, казалось бы, нейтрализованы, на сцене появляется главный злодей, таинственный старик, и его цель никто иная, как Бай Суюань. Он пытается ее похитить, заявляя, что знает судьбу ее упавшего предка, но его план проваливается. Почему? Потому что настоящий Хань Ли появляется, чтобы ее защитить. И все заканчивается как раз на этом, на напряженной битве между Хань Ли и этим могущественным врагом. А теперь слушаем дальше. Глава 231. Мощь тяжелой воды. Как только появилась деревянная марионетка, она мгновенно исчезла с места, а затем через мгновение призрачно появилась прямо над Хань Ли. Промелькнула вспышка золотого света, и появилась золотая бронированная марионетка высотой более 9 метров. Марионетка держала в руках ваджерный пестик, который она опустила прямо на голову Хань Ли. Хань Ли бросил черный шар в сторону истинной оси тяжелой воды, затем развернулся и поднял руку, чтобы отразить опускающийся ваджерный пестик. На его руке появился слой золотых чешуек, когда она столкнулась с ваджерным пестиком среди оглушительного грохота. Мерцающий золотой кулак с огромной силой ударил по ваджерному пестику, посылая в воздух еще более мощные ударные волны. Прежде чем звук столкновения полностью утих, раздался оглушительный грохот и от истинной оси тяжелой воды, исходящий от взрыва шара молнии тяжелой воды, который Хань Ли только что бросил в том направлении. Яростные дуги серебряной молнии вырвались во все стороны, быстро охватив всю область в радиусе более 300 метров. Шар белого света, образованный летающими мечами старика, был мгновенно рассеян, в то время как истинная ось тяжелой воды осталась в значительной степени невредимой и продолжила неудержимо двигаться вперед. Сразу же после этого раздалась серия громких ударов, когда 5 из 7 летающих мечей были раздроблены в пыль огромным весом истинной осью тяжелой воды. Уничтожение связанных летающих мечей старика мгновенно заставило его извергнуть большой поток крови из-за обратной реакции. Однако у него не было времени вытереть кровь с губ, когда он с недоверчивым выражением лица повернулся к Хань Ли. Там, на поверхности золотой бронированной марионетки, которую он взращивал в своем теле бесчисленные годы, начали появляться трещины. Только тогда он понял, что он не ровня Хань Ли, и немедленно бросился бежать с невероятной скоростью, причем сделал это так поспешно и решительно, что даже бросил 2 своих оставшихся связанных летающих меча. Почти в тот же самый момент золотая бронированная марионетка разлетелась на куски. Старейшина ли, он уходит. Встревоженным голосом крикнула Бай Суюань. Хань Ли взглянул в ту сторону, куда убежал старик, но не торопился преследовать его. Взмахом руки он убрал истинную ось тяжелой воды, а затем убрал в свой браслет для хранения 2 оставшихся летающих меча и золотой шар, который мог превращаться в эту золотую сеть. Сразу же после этого по всему его телу появились бесчисленные дуги серебряной молнии, образовав в мгновение ока круговую формацию молнии диаметром более 30 метров. Раздался оглушительный раскат грома, когда серебряная формация исчезла, оставив после себя лишь несколько дуг серебряной молнии, которые тоже быстро рассеялись. Тем временем Бай Суюань и остальные с изумлением смотрели друг на друга. Культиватор истинного бессмертного был для них просто непостижим. Столкновение между Хань Ли и стариком длилось всего несколько секунд, но они уже были потрясены тем, что только что увидели. Высоко в небе, примерно в 100 тысячах километров от них, старик с кровью, капающий с уголка губ, летел по воздуху так быстро, как только мог, с выражением сильного страха в глазах.
Согласно информации, которую он собрал, прежде чем прийти сюда, Хань Ли должен был быть странствующим культиватором ранней стадии истинного бессмертного, который только недавно вступил в секту, но он оказался гораздо сильнее, чем представлял себе старик. Конечно, он не использовал все свои сокровища и способности, но он знал, что если бы битва продолжилась, то он бы наверняка погиб. К счастью, похоже, его не преследовали. Как раз когда эта мысль промелькнула у него в голове, в небе над ним внезапно раздался оглушительный раскат грома. Старик поднял голову и увидел, как с небес обрушивается вспышка серебряной молнии толщиной с водяную бочку, и внутри молнии была богоподобная фигура, спускающаяся сверху с развивающимися вокруг нее длинными волосами. Фигура держала черное копье, вокруг которого вращалась молния, и копье яростно вонзалось сверху вниз. Старик был застигнут врасплох и не успел уклониться, поэтому он мог только поспешно поднять руки и призвать чешуйчатый щит, чтобы защитить себя. Раздался оглушительный грохот, когда тяжелое водяное копье пронзило щит, а затем продолжило движение вниз и вонзилось в голову старика. Как раз в этот момент крошечная фигурка ростом около 7,5 сантиметров, одетая в золотые доспехи, внезапно вылетела из макушки головы старика во вспышке света. Прежде чем Хань Ли успел что-либо сделать, на коже крошечной фигурки внезапно появился слой багряного света, сразу же после чего все ее тело взорвалось облаком кровавого тумана, которое бесследно исчезло. Хань Ли тут же выпустил свое духовное чувство, чтобы охватить окружающее пространство в радиусе десятков тысяч километров, но в конечном итоге ничего не смог найти. Он медленно вытащил тяжелое водяное копье, которым пронзил тело старика, затем сделал хватательное движение одной рукой, и браслет для хранения на запястье старика перелетел к нему в руки. Закрепив браслет для хранения, он влил в него свое духовное чувство и обнаружил, что в нем находится хорошая коллекция предметов, включая несколько мощных сокровищ и около десятка камней бессмертного происхождения. Убрав браслет для хранения, Хань Ли полосой лазурного света полетел обратно тем же путем, которым пришел, и, вернувшись, обнаружил, что Бай Суюань и остальных Су Тунсия отвел в долину недалеко от Сосновой фруктовой горы. Там же были Фан Юй и две другие группы учеников. Помимо группы Цихуаньюэ, у которой у 4 учеников были уничтожены физические тела, других потерь не было, но в глазах у всех все еще читался страх. В этот момент Су Тунсия сидел на гигантском камне в долине, и его аура была довольно нестабильной, что указывало на то, что он получил некоторые ранения. Он тут же подошел к Хань Ли, увидев его, и спросил: «Тебе удалось его поймать, брат ли?» Было ясно, что он уже был в курсе того, что только что здесь произошло. Хань Ли покачал головой в ответ: «Мне удалось уничтожить его физическое тело, но его зарождающаяся душа сбежала, используя какой-то секретный метод. Слава богу, что ты вовремя пришел, чтобы защитить остальных учеников». Я на мгновение расслабился и... По крайней мере, с уничтожением физического тела этого человека мы не полностью провалили свою задачу, вздохнул Су Тунсия. Есть ли еще необходимость продолжать испытание, брат Су? Спросил Хань Ли. Вражеский культиватор стадии истинного бессмертного уже появился, и нет никакой гарантии, что у него нет сообщников поблизости, поэтому нам придется завершить испытание в целях безопасности. Давай вернемся и доложим секте, ответил Су Тунсия. Так будет лучше, кивнув, ответил Хань Ли. Су Тунсия внезапно подошел ближе к Хань Ли, а затем достал мешочек для хранения, который сунул в руку Хань Ли, передавая ему голосовое сообщение. «Кстати, я должен поблагодарить тебя за то, что ты защитил две другие группы учеников. Ты заслуживаешь долю подношений от старейшин. Ты слишком добр, брат Су». Хань Ли не возражал, когда убирал мешочек для хранения. Учитывая его вклад, он действительно заслуживал доли в этих подношениях. Чтобы избежать дальнейших происшествий, все решили вернуться тем же путем, которым пришли пешком, а не лететь обратно. После этого унизительного инцидента все ученики, считавшие себя благословенными вундеркиндами, стали гораздо тише, и даже Ци Хуаньюй и Тан Чуань стали довольно угрюмыми и подавленными. Су Тунсия шел впереди, а ученики следовали за ним, а Хань Ли замыкал шествие. Возможно, это было связано с тем, что она услышала о патриархе своего клана от своего нападавшего, но Бай Суюань шла рассеянно, погруженная в свои мысли. Тем временем Сун Кэ, волоча ноги, брел по снегу и, немного поколебавшись, решил намеренно отстать от группы, чтобы подойти к Хань Ли. Как раз когда он размышлял, что сказать, его поприветствовал знакомый голос. «Давно не виделись, товарищ Дао Сунь». Сунь Кэ слегка опешил, услышав это, а затем поспешно ответил с почтительным выражением лица. «А, так это действительно ты, брат ли? То есть старейшина ли? Надеюсь, ты не возражаешь, что я скрыл от тебя свою базу совершенствования на морском молниеносном корабле», — с улыбкой сказал Хань Ли. «Я бы не посмел. Я просто удивлен, что ты старейшина внутренней секты Дао Пылающего Дракона. Если бы я знал это раньше, мне бы не пришлось тратить столько сил, предлагая так много сокровищ, чтобы завести связи и вступить в секту. Вместо этого я бы предложил сокровище прямо тебе», — вздохнул Сун Кэ. «Я тоже был очень удивлен, увидев тебя здесь.
Если бы я знал, что ты придешь сюда, я бы сопровождал тебя по пути. Я все еще думаю обо всех прекрасных винах в твоей коллекции, и я умираю от желания попробовать вино огненной капли, которым ты делился со своими собратьями-учениками», — усмехнулся Ханли. «У меня еще осталось немного вина огненной капли. Ты можешь забрать остальное, если хочешь, старейшина ли», — немедленно предложил Сун Кэ без каких-либо колебаний. Вместо того, чтобы ответить на предложение Сун Кэ, Хань Ли сказал: «У меня есть к тебе просьба, товарищ Даос Сунь». Сунь Кэ слегка озадачился, услышав эту просьбу, а затем спросил: «Пожалуйста, говори, старейшина ли». «Я хочу обменять духовное сокровище на рецепт твоего вина огненной капли. Ты согласен на такую сделку?» — спросил Хань Ли. Услышав эту просьбу, на лице Сун Кэ появилось противоречивое выражение, после чего он стиснул зубы и сказал: «По правде говоря, это вино отличается от других вин в моей коллекции, поскольку это секретный рецепт, который передавался в моем клане из поколения в поколение, и его, скорее всего, больше нигде не найти. Я вынес его тайком, но передавать рецепт посторонним всегда было строго запрещено. Однако ты уже дважды спасал мне жизнь, и я не неблагодарный человек, поэтому могу сделать исключение и дать тебе рецепт. Если ты собираешься дать мне рецепт, то я должен дать тебе взамен духовное сокровище. Иначе люди скажут, что я вымогаю у учеников ради собственной выгоды. Этот меч — довольно мощное сокровище, и им не так-то просто пользоваться, поэтому тебе придется усердно практиковаться с ним после того, как ты его усовершенствуешь», — сказал Ханли, перевернув руку, чтобы достать мешочек для хранения, а затем предложил его Сун Кэ. В мешочке для хранения находился тот самый золотой длинный меч, который он забрал у первобытного зверя миражей. На лице Сун Кэ появилось благоговейное выражение, но он не отказался от мешочка для хранения. В то же время он предложил Ханли взамен древний кусок бумаги и замысловатый красный винный флакон. Ханли убрал флакон, а затем взглянул на рецепт на древнем куске бумаги, прежде чем сделать копию, используя нефритовый слиток и вернуть оригинал Сун Кэ. Другие ученики заметили это взаимодействие и, придя к осознанию того, что он, похоже, был в дружеских отношениях со старейшиной внутренней секты, все они почувствовали к нему некоторую зависть. Хотя у всех них в кланах тоже были истинные бессмертные, у них определенно не хватало смелости общаться с истинным бессмертным на равных. В частности, с их точки зрения, казалось, что Ханли был сильнее старейшины Су, а это означало, что он, скорее всего, занимал более высокое положение в секте. В конце концов, группа Тан Чуаня не понесла никаких потерь под его защитой, но 4 учеников в группе Ци Хуанью лишились своих физических тел, находясь под защитой Су Тунся. Несколько культиваторов женщин также бросали дополнительные взгляды на Сун Кэ. Ханли открыто проводил эту сделку Суньке на глазах у всех с целью заслужить Суньке больше уважения со стороны его сверстников, и Суньке это уже понял. Глава 232. Развеивая сомнения. По возвращении в Дао Пылающего Дракона Су Тунсея поручил Фан Юю отвести учеников обратно во дворец Восходящего Солнца, а сам отправился с докладом к высшему руководству секты. Как старший куратор с более высокой базой совершенствования, он должен был дать секте объяснение по поводу инцидента, произошедшего во время испытания. В частности, у 4 учеников были уничтожены физические тела, и, приняв взятки от стольких старейшин, он не мог избежать ответственности. Хань Ли не хотел вмешиваться в это дело, поэтому попрощался с Су Тунсея, а затем отправился прямо на пик пронзающие облака, прежде чем войти в боковой зал Дворца Высшего Прозрения. Боковой зал был пустынен, как всегда, дверь была слегка приоткрыта, а старейшина Хуянь сидел в своем кресле за столом со скучающим выражением лица. «Вино — это действительно великая вещь, но, похоже, мне нужно быть более умеренным. Прошло всего несколько дней, а у меня уже почти закончилось», — проворчал старейшина Хуянь, отпивая из красной тыквы в руке. Хань Ли как раз услышал ворчание старейшины Хуяня, когда подошел ко входу в боковой зал и на мгновение остановился, прежде чем войти внутрь. Старейшина Хуянь поднял голову, посмотрел на Хань Ли, а затем сказал: «Похоже, ты выполнил свое 3-е задание. Ты, конечно, трудолюбивый. Тебе приглянулись какие-нибудь девушки на испытания. Во время испытания возникли непредвиденные происшествия, поэтому оно было прервано на полпути. Однако большинство учеников вышли невредимыми. Считается ли это выполнением задания?» Хань Ли кратко рассказал старейшине Хуяню о том, что произошло в горном хребте Ледяной бездны, придавая ему свой значок старейшины. «Тебя не касается, завершили ли они свое испытание или нет. Пока ты выполнил свою работу, задание, естественно, будет считаться выполненным», сказал старейшина Хуянь, забирая у него значок старейшины. Затем он быстро внес в значок сумму очков заслуг, соответствующую заданию, прежде чем бросить его обратно Хань Ли. Хань Ли ничего не сказал, поймал значок и убрал его. Он взглянул на старейшину Хуяня, затем на горшечное духовное растение на столе и не проявил никакого намерения уходить. «Чего ты хочешь? Ты пристрастился к выполнению заданий. Хочешь 4-е.
проворчал старейшина Хуянь. «Старший Хуянь, я хотел обсудить наше соглашение о войнах Даа». Прежде чем Хань Ли успел закончить, старейшина Хуянь поднял руку, чтобы прервать его. «Я тебя сейчас остановлю. Не беспокой меня, пока не найдешь хороший рецепт вина. До тех пор я тебя ничему не научу». Хань Ли уже ожидал такой реакции от старейшины Хуяня и с улыбкой сказал: «Не торопитесь отказывать мне, старший. Теперь, когда я выполнил свои задания, мне все равно нечего делать, так что не мог бы я выпить с вами». Услышав это, лицо старейшины Хуяня тут же омрачилось, и он поспешно спрятал свою красную тыкву обратно под пояс, проворчав: «В последнее время я был очень занят, поэтому у меня не было времени варить вино, и у меня осталось совсем немного. Мне даже самому не хватает. В прошлый раз я позволил тебе пить в волю, и я корил себя после твоего ухода. Хватит думать о моих войнах Даа и убирайся отсюда. Я не прошу у вас вина, старший. Вместо этого я хотел бы угостить вас чашечкой вина», — с улыбкой сказал Хань Ли. «Ты хочешь угостить меня чашечкой вина? Я очень привередлив, так что если это просто какое-то обычное духовное вино, то не утруждай себя. Если ты испортишь мне аппетит вином с отвратительным вкусом, я не только никогда не передам тебе свои знания о войнах Даа, но и сам вышвырну тебя с этого пика, пронзающие облака», — сказал старейшина Хуянь. Хань Ли остался невозмутим этой угрозой, протянул руку и слегка провел ею по столу перед собой, после чего появилась пара ярко-зеленых нефритовых чашек. Чашки были чрезвычайно ровного и безупречного зеленого цвета, а внутри них были тонкие золотые линии, образующие ряд узоров в форме лепестков цветка, которые были весьма примечательны на вид. Старейшина Хуянь как раз собирался что-то сказать, когда его внимание привлекла пара нефритовых чашек. Это неплохие нефритовые чашки с золотой нитью. Хань Ли ничего не сказал, перевернул руку и достал замысловатый огненно-красный винный флакон. Затем он поднял другую руку и снял деревянную пробку с флакона. Раздался слабый хлопок, после чего из флакона по всему боковому залу мгновенно распространился чрезвычайно уникальный и насыщенный винный аромат. Слегка красный нос старейшины Хуяня тут же слегка дернулся, а глаза загорелись интересом. Он непроизвольно подался вперед, а затем встал со своего стула. Вся его верхняя часть тела была распростерта на столе, когда он поднес нос ближе к флакону в руке Хань Ли, прежде чем энергично вдохнуть его содержимое. «Давай, наливай мне чашку. Чего ты ждешь? Боже мой, я сейчас начну пускать слюни на весь стол», — потребовал старейшина Хуянь встревоженным голосом, сглатывая слюну, которая скапливалась у него во рту. Хань Ли не посмел заставлять старейшину Хуяня ждать, поэтому он слегка наклонился вперед и наполнил вином из флакона пару нефритовых чашек с золотой нитью, стоявших на столе. Старейшина Хуянь тут же взял одну из чашек и начал внимательно рассматривать ее прямо перед своим глазом. Вино в чашке было ярко-красного цвета и испускало огненно-красное свечение. Само вино было прозрачным, и при легком стряхивании чашки на поверхности вина можно было увидеть искорки красного света, танцующие, как крошечные огоньки. Старейшина Хуянь с нетерпением поднес чашку к губам, а затем сделал небольшой глоток, после чего на его лице мгновенно появилось выражение удивления и восторга. Затем он запрокинул голову и залпом осушил остатки вина в чашке. Как только вино попало в его живот, оно превратилось в волну тепла, которая разлилась по всему его телу, и красная окраска его носа мгновенно стала еще более выраженной. Он закрыл глаза, смакуя остаточный вкус вина во рту, и на его лице появилось блаженное выражение. Увидев это, на лице Хань Ли появилась легкая улыбка. Придя в себя, старейшина Хуянь тут же сказал: «Это поистине необычайно изысканное вино. Откуда ты его взял? Я никогда раньше его не пробовал. Это вино называется «Огненная капля», и его производят на континенте первобытной волны. Однако из-за того, что рецепт уже утерян, в наши дни его очень трудно найти», — объяснил Хань Ли. «Что? Рецепт утерян?» Это откровение поразило старейшину Хуяня, как удар молнии, заставив его голос подняться на несколько октав. Однако затем он быстро успокоился и спросил: «Если рецепт уже утерян, то как ты раздобыл это вино? Боюсь, на этот вопрос я не могу ответить. Я просто хочу знать, достаточно ли рецепта этого вина, чтобы обменять его на ваши знания о войнах Даа», прямо и откровенно сказал Хань Ли. На лице старейшины Хуяня появилось нерешительное выражение, когда он сел обратно в свое кресло, и, похоже, он был в смятении. Однако Хань Ли видел, что старейшина Хуянь краем глаза постоянно поглядывает на красный винный флакон в его руке, и было ясно, что он хочет и рецепт, и флакон вина. Конечно, вскоре старейшина Хуянь сдался. «Ну и ладно. Мы с тобой неплохо ладим, так что, если ты дашь мне рецепт вина и этот флакон огненной капли, я могу передать тебе свои знания о войнах Даа. Боюсь, так не пойдет, старший. Наше предыдущее соглашение касалось только рецепта вина, и у меня есть только один флакон этого вина «Огненная капля», поэтому я не могу просто так отдать его вам», — сказал Хань Ли.
Старейшина Хуянь тут же смог прочитать между строк и, уставившись на Хань Ли, спросил: «Ты говоришь, что не можешь отдать его мне просто так?» «Ладно, чего еще ты от меня хочешь? Я также хотел бы узнать у вас, как сажать духовные растения в горшки, как в случае с этим», ответил Хань Ли со слегка смущенной улыбкой. Услышав это, старейшина Хуянь тут же расхохотался. «Это совсем не проблема. Я могу тебя этому научить». Хань Ли был сильно удивлен тем, насколько охотно старейшина Хуянь был готов передать эти знания. Но, услышав метод посадки, он понял, почему старейшина Хуянь совсем не противился тому, чтобы отдать эти знания. Как оказалось, этот тип метода посадки был совсем несложным. Сложность заключалась в том, чтобы найти емкости, подходящие для хранения духовных растений, а также духовные жидкости, которые могут снабжать духовные растения достаточным количеством духовной силы. Черный горшок, который старейшина Хуянь использовал для горшечного растения на столе, был сокровищем, способным поглощать ци происхождения мира, и именно поэтому духовное растение, посаженное в него, могло процветать, хотя и было вырвано из земли. Кроме того, этот тип метода посадки был применим только к очень небольшому количеству духовных растений. Не думал, что будет столько ограничений. «Какая жалость!» — вздохнул Хань Ли. «Теперь, когда я дал тебе то, что ты хотел, тебе лучше отдать мне этот флакон вина и его рецепт», с довольной улыбкой настоял старейшина Хуянь. Хань Ли передал флакон вина старейшине Хуяню, а затем перевернул руку, чтобы достать копию рецепта вина, которую положил на стол. Старейшина Хуянь схватил флакон, а затем снял деревянную пробку, прежде чем сделать еще один вдох. Затем он начал внимательно читать рецепт, бормоча себе под нос свои наблюдения. Как и ожидалось, были использованы 10-тысячелетние листья архата. И еще цветок яркого камня. Ясно, Хань Ли видел, что старейшина Хуянь полностью погружен в чтение, поэтому не стал ему мешать. Он протянул руку, чтобы взять со стола чашку с вином, которую налил для себя, но старейшина Хуянь тут же отмахнулся от его руки. «Все это вино теперь принадлежит мне». С этими словами он схватил чашку и залпом осушил ее содержимое, а затем начал с удовольствием причмакивать губами. Хань Ли, естественно, не был оскорблен этим и спросил: «Можем мы теперь поговорить о воинах Да?» Старший, старейшина Хуянь убрал флакон и рецепт вина, после чего на его лице появилось серьезное выражение, и он сказал: «Не думал, что ты действительно сможешь раздобыть такой исключительный рецепт вина». «Что ты хочешь знать?» Хань Ли на мгновение задумался, а затем спросил: «Эти воины Да похожи на марионеток, но в то же время сильно отличаются от них, и я хотел бы знать, что они из себя представляют». Старейшина Хуянь на мгновение задумался над вопросом, а затем ответил: «На этот вопрос довольно сложно ответить. Воины Да могут быть чем угодно: культиваторами, продавшими себя в рабство, могущественными демоническими зверями, марионетками, усовершенствованными особым образом, небесными дьяволами с заключенными контрактами, мутировавшими призраками, духами артефактов. Даже духи, рожденные в духовных областях, технически являются воинами Да. К какой категории относятся те Да-воины, которые могут прорастать из этих желтых бобов?» — спросил Хань Ли. Ты говоришь о бобовых воинах. Это разновидность растительных воинов Да, и они относятся к категории марионеток. Их нужно посадить, а затем усовершенствовать, и сила бобовых воинов будет варьироваться в зависимости от того, как долго выращивались бобы и насколько сильны формации, нанесенные на них, объяснил старейшина Хуянь. Глава 233. Посадка бобового воина. Ясно. Помимо того, что воины Да полезны в бою, для чего еще их можно использовать? Спросил Хань Ли. В зависимости от происхождения воина Да, он может обладать определенными особыми талантами и будет абсолютно послушен своему владельцу. Если у тебя есть достаточное количество воинов Да, ты можешь даже использовать их для создания различных типов формаций, тем самым делая их могущественными союзниками, ответил старейшина Хуянь. Если владение воинами Да дает столько преимуществ, то почему бы всем не попытаться их приобрести? Почему они кажутся такими редкими? Спросил Хань Ли. За кого ты принимаешь воинов Да, малыш? Как их можно считать ценными, если ими может пользоваться любой обычный бессмертный? Для развития воинов Да требуется огромное количество времени, энергии и ресурсов, и даже тогда все еще есть элемент удачи, поэтому не у всех бессмертных есть необходимые ресурсы и способности, чтобы получить их. Даже бобовые воины, которые считаются низшими из воинов Да третьего класса, встречаются крайне редко, объяснил старейшина Хуянь. Спасибо, что все мне объяснили, старейшина Хуянь. Не могли бы вы рассказать мне, как именно усовершенствуются эти воины Да? Спросил Хань Ли, благодарно сложив кулак в приветствии старейшине Хуяню. Поскольку ты смог принести мне такой фантастический рецепт вина, я передам тебе свои знания о выращивании бобовых воинов. Однако смотри, никому больше не передавай эту информацию.
Кроме того, мне очень нравится эта пара нефритовых чашек с золотой нитью, поэтому я приму их в качестве подарка от тебя», — сказал старейшина Хуянь с хитрой ухмылкой на лице. Прежде чем Хань Ли успел ответить, старейшина Хуянь легко взмахнул рукавом по столу, чтобы убрать пару чашек. В то же время на столе появилась тонкая желтая бумажная книга. Хань Ли был немного раздражен, но он уже был знаком с характером старейшины Хуяня и, естественно, ничего не собирался говорить. Он взял тонкую книгу, пролистал несколько страниц, а затем бережно убрал ее. Книга была совершенно невзрачной на вид, но в ней действительно содержалась информация о методе, необходимом для выращивания бобовых воинов, так что это было то, что ему нужно было бы изучить более подробно, как только он вернется в свое пещерное жилище. «Спасибо, старший», — сказал он, снова поклонившись в знак благодарности. «Не беспокойся об этом, мы оба получили то, что хотели, так что никто из нас никому ничего не должен». «Сейчас я очень занят, поэтому у меня нет времени тебя развлекать», — сказал старейшина Хуянь с пренебрежительным взмахом руки. Это явно был знак для Хань Ли уйти, и он с готовностью подчинился. Выйдя из Дворца Высшего Прозрения, он сразу же вернулся на пик Багрового Рассвета, где вошел в свою пещерную резиденцию и немедленно отправился на небольшое поле духовных лекарств. К этому моменту здесь уже было посажено довольно много духовных растений, а поблизости находилась гигантская марионетка-горилла, которая отвечала за уход за ними. Хань Ли направился к свободному участку земли в юго-западном углу поля, а затем присел на корточки, прежде чем руками вырыть небольшую ямку в мягкой и суглинистой почве. После этого он перевернул руку, чтобы достать желтый боб размером с грецкий орех, который бросил в ямку, прежде чем засыпать ее землей. Этот желтый боб был ничем иным, как первичным бобом, который он получил от золотого гиганта в храме царства Истока в царстве духовной сферы. Согласно книге, которую дал ему старейшина Хуянь, после посадки бобовому воину потребуется много времени, чтобы прорасти, но невозможно точно предсказать, сколько именно времени это займет. Существовали различия во времени, необходимом для прорастания бобовых воинов разных сортов и даже разных экземпляров одного и того же сорта бобовых воинов, и качество бобовых воинов, почва, в которую они были посажены, и духовная жидкость, использованная для их выращивания, играли огромную роль. Что касается духовных жидкостей, то, скорее всего, нет лучшего варианта, чем духовная жидкость, производимая флаконом, контролирующим небеса. Вся духовная жидкость во флаконе уже была израсходована на созревание духовных растений, посаженных на этом поле, поэтому ему придется подождать до следующего раза, когда флакон произведет духовную жидкость, чтобы ввести первую дозу в бобы. Сделав все это, Хань Ли взглянул на духовные растения на поле, несколько из которых уже приближались к 50-тысячелетнему возрасту. Эти духовные растения были в том возрасте, когда их можно было использовать, но у него не было подходящего рецепта пилюль для них. В секте были способы получения рецептов пилюль, но усовершенствование пилюль было навыком, который требовал практики, и пилюли, которые могли повысить базу совершенствования культиваторов истинного бессмертного, должно быть, было довольно сложно усовершенствовать. С его навыками в усовершенствовании пилюль он мог бы попробовать, но, по всей вероятности, ему пришлось бы потерпеть множество неудач, прежде чем добиться успеха. С его нынешним запасом духовных камней и камней бессмертного происхождения его можно было считать довольно богатым среди культиваторов ранней стадии истинного бессмертного, но этого, скорее всего, было бы недостаточно, как только он начнет заниматься созданием пилюль. Тем не менее, у него было довольно много низко- и среднеуровневых сокровищ, материалов и других вещей, лежащих без дела. Ему нужно было бы спланировать, как продавать их партиями, чтобы финансировать свои будущие начинания по созданию пилюль. Однако до этого ему нужно было позаботиться о нескольких других вещах. Подумав об этом, он вернулся в свою тайную комнату и, сел скрестив ноги, перевернул руку, чтобы достать замысловатый браслет для хранения, из которого появилась большая коллекция различных предметов. Этот браслет для хранения был тем самым, который он забрал у того старика, который появился в горном хребте ледяной бездны. Каким-то образом этому человеку удалось собрать некоторую информацию о том, что случилось со старейшиной Бай Фэньи, и было неясно, какие у него были цели, когда он пытался похитить Бай Суюань. Жаль, что ему не удалось захватить зарождающуюся душу этого человека. Иначе он смог бы применить технику поиска души. Вскоре Хань Ли разделил содержимое браслета для хранения на разные категории, как эксперт, а затем убрал их, оставив только 3 предмета, а именно темно-золотой кусок металла с каким-то узором по всей поверхности и пару нефритовых шкатулок. На обеих нефритовых шкатулках были белые талисманы, светящиеся духовным светом, что явно указывало на то, что внутри них находятся очень важные предметы. Первым делом он взял кусок металла для осмотра. Он был размером с арбуз и был точно таким же, как те несколько кусков металла, которые он получил от первобытного зверя миражей. Хань Ли был сильно заинтригован при виде куска металла. Первобытный зверь миражей собирал этот материал, и он также присутствовал в браслете для хранения старика, так что у него должно было быть какое-то особое применение. Немного подумав, он убрал кусок металла.
До этого он не придавал особого значения этому материалу, но, похоже, ему нужно будет найти время, чтобы оценить его, чтобы узнать, что это такое. После этого Хань Ли взял одну из нефритовых шкатулок, и из его руки начал сходить яркий лазурный свет, когда он указал на талисманы, прикрепленные к шкатулке. Талисманы тут же начали светиться ослепительным белым светом, пытаясь сопротивляться ему, но Хань Ли лишь щелкнул пальцем по воздуху с холодной улыбкой на лице, и несколько полос лазурной цемеча вырвались наружу, прежде чем разорвать белые талисманы. Будучи разрезанными на куски, белые талисманы стали совершенно бесполезными, и Хань Ли смог открыть нефритовую шкатулку. Внутри он обнаружил белый значок размером с ладонь, который имел довольно своеобразный вид. Он был тонким и длинным, а его края были неровными, как будто это было что-то, небрежно вырезанное из нефрита ребенком. Хань Ли взял значок, чтобы рассмотреть его поближе, и обнаружил, что материал был сверкающим и полупрозрачным, и он испускал мягкое свечение. Это определенно был необычный материал, но он не мог его опознать. Однако из того, насколько бережно он хранился, было ясно, что старик высоко ценил эту вещь. Затем Хань Ли применил несколько секретных техник, чтобы тщательно осмотреть значок как изнутри, так и снаружи, но все равно ничего не смог обнаружить. Покачав головой, он положил значок обратно в нефритовую шкатулку, прежде чем убрать ее. Поскольку он не мог понять, что это такое, ему просто придется оставить это на другой раз. Наконец, Хань Ли взял другую нефритовую шкатулку, прежде чем снять талисманы снаружи тем же методом, что и раньше. Внутри этой нефритовой шкатулки лежала пожелтевшая от времени книга, страницы которой, казалось, были сделаны из какой-то звериной кожи. Хань Ли взял книгу, но, кратко пролистав ее страницы, покачал головой, прежде чем положить ее обратно в нефритовую шкатулку. У книги не было ни обложки, ни названия, но, судя по содержанию, это была книга об усовершенствовании инструментов. В книге было много техник усовершенствования и улучшения сокровищ, но она была немного нишевой. Сейчас ему нужно было позаботиться о многом другом, поэтому он решил пока не тратить время на изучение книги. Убрав вторую нефритовую шкатулку, Хань Ли сложил ручную печать, и перед ним появилась истинная ось тяжелой воды. В его глазах мелькнул синий свет, когда он сделал манящее движение одной рукой, из его мешочка истинной воды вылетел небольшой шар тяжелой воды, прежде чем медленно приблизиться к истинной оси тяжелой воды. В этот момент ось вращалась на месте, испуская слабое черное свечение. Когда шар тяжелой воды приблизился к оси, руна Да воды на последней тут же начала испускать водянисто-голубое свечение, а также вспышки слабых сил закона. Сила притяжения, которая возникла во время битвы Хань Ли со стариком, также снова появилась, и шар тяжелой воды был втянут прямо в истинную ось тяжелой воды, которая в результате стала немного тяжелее. Хань Ли был очень доволен, увидев это. Как он и ожидал, истинная ось тяжелой воды действительно была способна поглощать больше тяжелой воды. Взмахом запястья он выпустил объем тяжелой воды, достаточный, чтобы заполнить целое ведро, прежде чем она потекла к истинной оси тяжелой воды. Руна Да воды на истинной оси тяжелой воды излучала ослепительный синий свет, быстро поглощая большую часть тяжелой воды, но как раз в этот момент произошел неожиданный поворот событий. Руна Да воды еще несколько раз вспыхнула, а затем внезапно потемнела, и ось также перестала поглощать тяжелую воду. В то же время большая часть духовной связи Хань Ли с истинной осью тяжелой воды внезапно исчезла, и ось рухнула на землю. К счастью, Хань Ли успел среагировать достаточно быстро, чтобы поймать ось, прежде чем она упала на землю, но его рука непроизвольно опустилась от ее огромного веса. Поглотив так много тяжелой воды, ось стала значительно тяжелее, чем раньше. Что только что произошло? Первоначально он усовершенствовал истинную ось тяжелой воды лишь в качестве прикрытия, чтобы скрыть свою священную ось мантры, но с тех пор он обнаружил, что она чрезвычайно полезна в бою, и он, конечно же, не хотел терять с ней духовную связь. Глава 234. Обезьянье вино. Немного подумав, Хань Ли убрал остатки тяжелой воды, а затем влил свое духовное чувство в ось, пытаясь выяснить, что происходит. Однако, как только его духовное чувство вошло в ось, он почувствовал огромный всплеск внутри, как бурные волны моря, и его духовное чувство было вытеснено наружу. После этого он потратил почти полдня, применяя несколько различных методов, чтобы выяснить, что изменилось внутри истинной оси тяжелой воды, но все безрезультатно, и он остался стоять, уставившись на ось с нахмуренными бровями. Может быть, ось претерпела какую-то мутацию после поглощения тяжелой воды? Когда он усовершенствовал истинную ось тяжелой воды, он следовал методу усовершенствования, записанному в писании оси мантры, и он не до конца разобрался в фундаментальных принципах сокровища, поэтому не исключено, что оно претерпело какую-то мутацию. Подумав об этом, Хань Ли начал сожалеть о том, что не отнесся к истинной оси тяжелой воды более серьезно, но эти эмоции не могли ему помочь. В этот момент он должен был сосредоточиться на том, чтобы придумать способ спасти ось. У него определенно не было достаточно времени и ресурсов, чтобы усовершенствовать еще одну.
Между ним и осью все еще оставалась слабая связь, поэтому он прижал ось к своему нижнему животу, где находился его дантянь, а затем изо всех сил активировал эту связь. На истинной оси тяжелой воды появился слой черного света, и она вошла в его дантянь во вспышке, мирно расположившись там, как и раньше. Тот факт, что Хань Ли смог втянуть ось обратно в свой дантянь, означал, что он не полностью ее потерял. Он тут же сел прямо и направил всю бессмертную духовную силу в своем дантяне, чтобы она окутала истинную ось тяжелой воды, а его зарождающаяся душа также выпустила вспышки зарождающегося пламени, чтобы охватить всю ось. Руны Да воды на истинной оси тяжелой воды начали слабо светиться, а сама ось снова начала медленно вращаться. Увидев это, в глазах Хань Ли появилось восторженное выражение, и он продолжил этот процесс. Целый месяц пролетел в мгновение ика. В этот день Хань Ли открыл глаза, прежде чем взмахнуть рукавом по воздуху, и истинная ось тяжелой воды появилась, и ее духовная связь с Хань Ли полностью восстановилась. Мало того, цвет руны Да воды на ее поверхности, казалось, стал немного темнее. Когда ось вращалась в воздухе, она выпускала вспышки огромной силы, заставлявшие окружающее пространство дрожать и колебаться. Хань Ли был очень рад это видеть. Не только вес истинной оси тяжелой воды значительно увеличился, но и ее сила немного возросла. Он взял ось в руки, а затем начал нежно поглаживать ее поверхность. В Да пылающего дракона было немало людей, которые совершенствовали писание оси мантры, но он никогда не слышал о том, чтобы кто-то создавал искусственную ось, способную поглощать один из материалов, из которых она была усовершенствована, и он не знал, было ли это связано с процессом усовершенствования или, возможно, с использованными материалами. В любом случае, это было определенно хорошо. Раньше истинная ось тяжелой воды напоминала человека, который съел слишком много еды за один раз, в результате чего у него возникло несварение желудка. В глазах Хань Ли появилось предвкушение в сочетании с беспокойством, когда он поместил истинную ось тяжелой воды в воздух перед собой, а затем отправил к ней шар тяжелой воды размером с человеческую голову. Руна Да воды на оси снова начала светиться синим цветом, и она быстро поглотила весь шар тяжелой воды. Хань Ли был в восторге, увидев это, и радостно хлопнул в ладоши. Он только что убедился, что истинная ось тяжелой воды способна продолжать поглощать тяжелую воду. Каждое поглощение тяжелой воды не могло сильно повысить силу оси, но если он будет повторять этот процесс снова и снова, он может представить, что ось в конечном итоге станет в несколько раз, даже более чем в 10 раз мощнее, чем сейчас. Истинная ось тяжелой воды изначально была довольно грозной, и как только она достигнет своего полного потенциала, с ней действительно придется считаться. Подумав об этом, Хань Ли снова не мог ни немного взволноваться. Взмахом руки он вытащил еще один большой шар тяжелой воды, который опустился на ось. Руна Да воды на оси загорелась, когда она снова начала поглощать тяжелую воду. Однако только около половины шара тяжелой воды было поглощено, когда ось внезапно снова потемнела, и духовная связь Хань Ли с ней снова была серьезно нарушена, когда она упала с воздуха, но Хань Ли ее поймал. После этих двух циклов Хань Ли смог примерно определить, что истинная ось тяжелой воды способна поглощать примерно ведро тяжелой воды за один прием. Подумав об этом, он убрал истинную ось тяжелой воды обратно в свой дантянь, чтобы усовершенствовать ее своим зарождающимся пламенем. Более 2 лет пролетели в мгновение ика. Внезапно глаза Хань Ли распахнулись, когда он взмахнул рукавом по воздуху, и из его тела вылетел шар черного света. Это была не что иное, как истинная ось тяжелой воды, и как только она появилась, пространство внутри тайной комнаты мгновенно начало дрожать, а раздался грохот, напоминающий слабые раскаты грома. Увидев это, на лице Хань Ли появилась легкая улыбка. Последние 2 года он оставался исключительно в своей тайной комнате, сосредоточившись на том, чтобы подпитывать истинную ось тяжелой воды тяжелой водой, а также проявлять кристаллы, которые нужно было отправить его аватару земного божества. После более чем 20 дополнительных приемов тяжелой воды истинная ось тяжелой воды стала как минимум в 3 раза мощнее, чем раньше. Однако после поглощения такого количества тяжелой воды скорость, с которой ось поглощала тяжелую воду, становилась все медленнее, а объем каждого приема также уменьшался. Она все еще могла поглощать больше, но Хань Ли чувствовал, что она вот-вот достигнет своего предела. Даже в этом случае истинная ось тяжелой воды уже стала чрезвычайно грозной. Подумав об этом, он убрал ось, прежде чем выйти наружу. Ворота пещерного жилища открылись, и Хань Ли вышел. Из соседней комнаты к нему быстро подошла фигура, и это был никто иной, как Сунь Буджен, который, похоже, ждал его. Сунь Буджен приветствует старейшину Ли. «Ты хочешь мне что-то сообщить?» — спросил Хань Ли. «Старейшина Ли, все духовные поля на вашей территории уже расчищены, и я хотел спросить, какие виды духовных растений вы хотите посадить на этих полях?» — почтительно ответил Сунь Буджен. Хань Ли кивнул в ответ, а затем перевернул руку, чтобы достать мешочек для хранения, который передал Сунь Будженю. «Семена и методы посадки все здесь. Просто делай, как сказано в инструкциях». «Да, старейшина Ли,
Сунь Буджен принял мешочек для хранения, прежде чем уйти. Хань Ли сделал несколько шагов вперед, а затем посмотрел вниз со своей позиции. Вокруг духовных полей у подножия горы были установлены некоторые ограничения, и Мэн Цинцань с остальными были заняты работой, ухаживая за полями. Тем временем двуглавый грифон парил в воздухе неподалеку, постоянно патрулируя территорию. Увидев это, Хань Ли с довольным выражением лица кивнул. У него было не так много слуг, но, тем не менее, его территория начинала выглядеть довольно процветающей. На его лице появилась улыбка, и в следующее мгновение он внезапно исчез, прежде чем появиться возле водопада у подножия пика багрового рассвета. Погода становилась все холоднее, и весь ландшафт был покрыт снегом. Даже вода в основном замерзла, уменьшившись примерно до трети своего первоначального размера. К счастью, духовная ци вокруг пика багрового рассвета была довольно обильной, поэтому долина все еще была полна пышной зелени. Вкратце осмотревшись, Хань Ли призвал свою истинную ось тяжелой воды, но прежде чем он успел что-либо сделать, поблизости внезапно раздался восторженный крик. Хань Ли повернулся в том направлении, и на его лице появилась улыбка. Как оказалось, в соседнем лесу играла группа обезьян, и, похоже, это были те самые, с которыми он столкнулся в прошлый раз. Внезапно из леса выскочила большая багровая обезьяна, а затем приземлилась недалеко от Хань Ли, и это был никто иной, как король обезьян. Король обезьян стал физически более внушительным с тех пор, как они виделись в прошлый раз, а его багровая шерсть также стала более яркой. Кроме того, это было очень слабо, но он испускал всплески колебаний демонической ци. «Похоже, ты добился определенного прогресса в своем совершенствовании», — с улыбкой заметил Хань Ли. В глазах короля обезьян появилось благодарное выражение, когда он опустился на колени и почтительно поклонился Хань Ли. Остальные обезьяны тоже спрыгнули вниз, чтобы поприветствовать Хань Ли. «В прошлый раз, когда мы виделись, я оказал тебе небольшую помощь, но твои способности — главная причина того прогресса, которого ты смог добиться. Кроме того, ты живешь в благословенном раю, поэтому даже без моей помощи ты смог бы достичь этого уровня еще через несколько лет совершенствования», — сказал Хань Ли, сцепив руки за спиной. Король обезьян покачал головой, пытаясь что-то сообщить Хань Ли, а затем взмахнул рукой. Одна из обезьян позади него тут же выпрыгнула вперед с желтой тыквой в руках, которую поставила перед Хань Ли. Из тыквы доносился аромат вина, и Хань Ли на мгновение замолчал, глядя на тыкву на земле, прежде чем спросить: «Неужели ты все это время ждал меня здесь?» Король обезьян тут же кивнул в ответ. Хань Ли был тронут этим жестом и взмахнул рукавом, выпустив шар лазурного света, который разделился на несколько десятков вспышек, каждая из которых вошла в одну из присутствующих обезьян. Все обезьяны тут же радостно закричали. Затем он достал пилюлю, которую бросил королю обезьян, и тот тут же поймал ее ртом, прежде чем проглотить. По всему его телу прошла вспышка багряного света, и только через долгое время она утихла, после чего демоническая ци, исходящая от тела короля обезьян, стала значительно более выраженной. На его лице появилось восторженное выражение, когда он подтолкнул желтую тыкву ближе к ноге Хань Ли. «Вы сами сварили это вино. Я раньше слышал, что обезьянье вино чрезвычайно сладкое и вкусное. Не думал, что когда-нибудь мне доведется его попробовать», — с улыбкой сказал Хань Ли, поднимая тыкву и снимая пробку. Аромат вина внутри мгновенно усилился в 10 раз, и он потек прямо в его ноздри, как будто у него был свой разум. На лице Хань Ли появилось удивление. Он взял тыкву только потому, что не хотел разочаровывать этих заботливых обезьян, но аромат обезьяньего вина был неожиданно восхитительным, и его глаза тут же загорелись, когда он сделал небольшой глоток. Вино было не только чрезвычайно вкусным, но и имело особый аромат, и оно не уступало даже бессмертным винам, которые Хань Ли пробовал из коллекции старейшины Хуяня. «Как вам удается варить такое прекрасное вино? В этом есть какой-то секрет?» — спросил Хань Ли. Король обезьян почесал голову, и на его лице появилось нерешительное выражение. Хань Ли был в восторге, увидев это. Нерешительная реакция короля обезьян указывала на то, что у них действительно есть секрет, и было бы очень полезно, если бы он смог получить этот секрет. Несмотря на то, насколько эксцентричным был старейшина Хуянь, казалось, что он был довольно важной фигурой в секте, и была большая вероятность, что Хань Ли придется взаимодействовать с ним в будущем. Как раз когда он собирался достать несколько пилюль, чтобы предложить сделку королю обезьян, тот внезапно закричал, прежде чем развернуться и броситься бежать. Хань Ли был сильно удивлен, увидев это, и король обезьян пробежал более 30 метров, прежде чем остановиться и обернуться, чтобы позвать Хань Ли. Хань Ли последовал за королем обезьян, и остальные обезьяны тоже поплелись за ним. Король обезьян двигался быстро, как ветер, быстро преодолев расстояние около 10 километров, прежде чем прибыть к горному ручью. Здесь было теплее, но ландшафт был очень каменистым, и растительности было немного. Здесь был еще больше водопад, и он издавал громкий грохот, а вокруг него клубился водяной пар, представляя собой захватывающее зрелище.
Король обезьян прыгнул прямо в водопад, и Ханли, приподняв бровь, последовал за ним. Пройдя через водопад, они оказались в огромной пещере. Глава 235. Подношение короля обезьян. Пещера, похоже, была образована естественным путем, и она ничем не отличалась от большинства пещер на горе. Пещера была довольно просторной, площадью около 90 квадратных метров, и внутри было несколько маленьких пещер, которые, по-видимому, были домами для этих обезьян. Из одной из маленьких пещер раздался нежный крик, когда несколько маленьких обезьянок высунули головы, но тут же были втянуты назад рукой другой обезьяны. Сразу же после этого у входа в пещеру появилась самка обезьяны, которая с осторожным выражением лица посмотрела на Ханли, издав угрожающий крик. Король обезьян тут же ответил властным рыком, и выражение лица самки обезьяны мгновенно изменилось, когда она нырнула обратно в пещеру. Король обезьян повернулся к Ханли, чтобы принести извинения, а затем продолжил путь, быстро добравшись до самой дальней пещеры. Это была довольно маленькая пещера площадью всего несколько квадратных метров, и вся пещера была наполнена насыщенным винным ароматом, который исходил из котла, который был выше взрослого человека. Котел был серого цвета, и, похоже, он был сделан из какого-то неизвестного камня. Это был круглый котел, который поддерживался 3 ножками, а на котле была крышка в форме конической бамбуковой шляпы. На поверхности котла было выгравировано 8 больших рун, что придавало ему замечательный вид, но котел не испускал ни малейшей ауры, казавшись не более чем обычным котлом. Король обезьян несколько раз крикнул, указывая на котел, а затем запрыгнул на него, прежде чем поднять крышку. Большая часть котла была заполнена светло-красной жидкостью, которая испускала тот же аромат, что и обезьянье вино в тыкве. Однако было ясно, что процесс варки этой партии вина еще не завершен, так как она все еще выглядела немного мутной. Вокруг котла было разбросано множество кусочков фруктовой кожуры и сердцевины, и Ханли слегка нахмурился, увидев это. Он указал на фруктовые остатки на земле и спросил: «Это то, что вы использовали для варки вина?» Король обезьян тут же кивнул в ответ. Ханли замолчал, когда подошел к котлу, и, внимательно осмотрев его некоторое время, его глаза постепенно загорелись. Все фруктовые остатки на земле принадлежали каким-то обычным диким фруктам в горах, но из-за того, что они росли в горном хребте колокольного звона, все они содержали немного ци происхождения мира. Даже в этом случае их можно было считать самыми обычными из духовных фруктов. Тот факт, что эти обезьяны смогли сварить такое изысканное вино из таких простых ингредиентов, должно быть, был связан с их мастерством виноделия, но основным фактором, скорее всего, был этот таинственный каменный котел. Ханли на мгновение осмотрел котел, затем прижал к нему руку и медленно влил в него свою бессмертную духовную силу, но котел не проявил никакой реакции. Его брови слегка нахмурились, когда он увеличил скорость оттока бессмертной духовной силы, одновременно вливая свое духовное чувство в котел. 8 рун на поверхности котла внезапно слегка загорелись, но затем тут же снова погасли. В глазах Ханли мелькнул восторг, когда он убрал свою бессмертную духовную силу и духовное чувство. Он все еще не мог точно понять, что такого особенного в этом каменном котле, но это был явно необычный котел. «Откуда у вас этот котел?» — спросил он, повернувшись к королю обезьян. Король обезьян на мгновение почесал голову, а затем указал на пещеру и попытался что-то сообщить Ханли. «Ты говоришь, что он всегда здесь был?» — спросил Ханли. Король обезьян тут же кивнул в ответ с восторженным выражением лица. Ханли замолчал, увидев это. Это была пещера, которая была образована естественным путем, так как же здесь появился такой таинственный каменный котел? Может быть, и его кто-то сюда положил. В любом случае, по крайней мере, этот каменный котел явно был блестящим сокровищем для варки вина. В этот момент в пещеру вошли еще несколько обезьян и начали играть. В результате тихая пещера мгновенно стала довольно оживленной. Многие обезьяны заглядывали в самую дальнюю пещеру, но никто из них не входил внутрь. Ханли взглянул наружу, а затем быстро отвел взгляд и спросил: «Этот каменный котел очень полезен для меня. Не могли бы вы отдать его мне?» «Конечно, я не собираюсь просто так забрать его у вас. Вот, вы можете выбрать себе пилюли и духовные фрукты или что-нибудь еще, что вам понравится». Говоря это, Ханли перевернул руку, чтобы достать кучу предметов. Глаза короля обезьян тут же загорелись при виде пилюль и духовных фруктов, но затем он энергично покачал головой, как будто чтобы освободиться от соблазна. Отказавшись от предложения Ханли, он указал в сторону пика багрового рассвета вдали. «Ты хочешь, чтобы я взял вас жить на пик багрового рассвета?» — спросил Ханли. Обезьяна энергично закивала в ответ, а затем ей в голову пришла мысль, и она указала на обезьян снаружи. «Ты хочешь, чтобы я взял их с собой?» — спросил Ханли. Король обезьян кивнул в ответ, и в его глазах появилось выражение надежды.
Обезьяны снаружи, похоже, тоже почувствовали, что это важный момент, и все они тут же замолчали. Я могу это сделать. Духовная ци на пике багрового рассвета гораздо более обильна, чем здесь, но там также гораздо холоднее. Вы сможете с этим справиться? Спросил Хань Ли. Король обезьян энергично кивнул, ударив себя кулаком в грудь. Хань Ли убрал свои подношения, а затем сказал: «В таком случае я заберу вас всех на пик багрового рассвета, как только вы будете готовы к переезду». Король обезьян радостно вскрикнул, а затем выбежал из пещеры, прежде чем громко позвать своих собратьев, и его встретила волна восторженных возгласов. На лице Хань Ли появилась легкая улыбка, и он повернулся к каменному котлу, а затем взмахнул рукавом, выпустив вспышку лазурного света, убирая котел вместе с партией незаконченного обезьяньего вина. На его лице появилась довольная улыбка, когда он вышел из пещеры. Спустя несколько мгновений полоса лазурного света вырвалась из водопада, прежде чем устремиться вдаль, пролетев несколько километров, прежде чем остановиться, открывая взору никого иного, как Хань Ли. Он оказался в довольно пустынной местности с редкой растительностью и всего несколькими черными горами, все из которых были покрыты толстым слоем снега. Он слегка выдохнул, прежде чем потереть руки, и появилась его истинная ось тяжелой воды. Он пропел заклинание, активируя ось, и, к его удивлению, бессмертная духовная сила в его теле начала всасываться истинной осью тяжелой воды, как вода из прорвавшейся плотины. Прежде чем он успел что-либо сделать, истинная ось тяжелой воды начала светиться ослепительно ярким светом, увеличиваясь в несколько раз по сравнению с первоначальным размером в мгновение К. Из оси вырвался поток грозного духовного давления, сопровождаемый серией черных ореолов, которые распространялись во всех направлениях, и также можно было услышать звук разбивающихся волн. Вся ци происхождения мира в радиусе нескольких километров пришла в неистовство, и появились бесчисленные искорки синего света, прежде чем сойтись в определенном месте. Хань Ли слегка опешил, увидев это, а затем в его глазах появилось восторженное выражение. Истинная ось тяжелой воды раздулась до размеров дома, и она быстро вращалась, испуская пронзительный черный свет. Руна до воды на ее поверхности также светилась ярко-синим цветом, и синий и черный свет, казалось, питались друг от друга, становясь все ярче и ярче, пока не стало казаться, что в воздухе парит черно-синее солнце. В то же время вспышки невидимых колебаний неистово хлынули вперед, становясь все мощнее с каждой последующей волной. Ближайшее пространство также начало сильно дрожать, а по окружающему воздуху проносились порывы сильного ветра. После короткой паузы Хань Ли взмахнул рукавом, и массивная истинная ось тяжелой воды тут же устремилась в воздух, прежде чем рухнуть на землю. Земля и небо начали сильно дрожать в унисон, как будто наступил конец света. Рябь черно-синего света хлынула во все стороны, поднимая яростные порывы ветра, которые с легкостью сметают снег с земли, одновременно срывая верхний слой земли под снегом. Облака в небе также бурно клубились, расходясь вдаль, как бурные волны. Пик багрового рассвета, находившийся в нескольких километрах от него, также содрогнулся, когда на него обрушился неизмеримый объем снега. Сунь Бучжэн и остальные, ухаживавшие за духовными полями у подножия горы, с удивлением переглянулись, и никто не знал, что произошло. Может быть, старейшины ли используют какое-то искусство совершенствования? Но не похоже, что толчки исходят с вершины горы, задумался кто-то. Кто еще, кроме старейшины ли, мог вызвать такой огромный переполох? Он только что вышел из уединения, так что, возможно, он овладел каким-то искусством совершенствования непревзойденной силы или усовершенствовал сокровище и испытывает его, сказал Сунь Бучжэн, повернувшись в сторону, откуда доносились толчки с ноткой тоски в глазах. Мэн Цинцань также повернулась в том направлении с выражением восхищения на лице. В нескольких километрах от них оглушительные толчки наконец утихли, и пыль осела, открывая взору сцену внизу. На земле появилась огромная пропасть шириной в несколько километров, и она простиралась в обоих направлениях, насколько хватало глаз, как будто вся земля была расколота пополам. Более того, пропасть была чрезвычайно глубокой, и на дне можно было увидеть слабые проблески огненно-красного света, что указывало на то, что она достигала самой лавы под землей. Ближайшие горы полностью исчезли, явно уже будучи уничтоженными. Хань Ли стоял в воздухе, а рядом с ним парила истинная ось тяжелой воды, которая уже вернулась к своему первоначальному размеру. Его лицо было слегка бледным, и около трети всей его бессмертной духовной силы было израсходовано на то, чтобы высвободить эту полномасштабную атаку с помощью истинной оси тяжелой воды. Однако на его лице было восторженное выражение. Истинная ось тяжелой воды стала гораздо мощнее, чем он ожидал, и если бы он использовал ее в бою, она была бы не менее мощной, чем приобретенное сокровище бессмертного очень высокого уровня. Он сделал глубокий вдох, и его цвет лица быстро вернулся к нормальному. Затем он убрал истинную ось тяжелой воды, прежде чем полосой лазурного света полететь к пику багрового рассвета. Спустя полдня Хань Ли появился в огромной пещере на полпути к пику багрового рассвета. Он кратко осмотрелся, а затем быстро щелкнул пальцем по воздуху несколько раз подряд.
Полосы меча вырвались во все стороны, разрезая горную породу, как тофу, быстро вырыв около десятка небольших пещер с чрезвычайно гладкими поверхностями. Хань Ли с довольным выражением лица кивнул и взмахом рукава во вспышке света вызвал в пещеру обезьян с подножия горы. Обезьяны огляделись, и на их лицах быстро появилось восторженное выражение, когда они начали исследовать свой новый дом. Король обезьян был так же взволнован, как и его собратья, и он тут же упал на колени и снова кланялся Хань Ли. Вы все можете жить здесь с этого момента. Если у вас возникнут какие-либо проблемы или трудности, вы можете пойти на вершину горы, чтобы найти моих слуг, сказал Хань Ли. Король обезьян поспешно кивнул в ответ. В следующее мгновение Хань Ли уже исчез. Все остальные обезьяны бросились к королю обезьян, и, посмотрев друг на друга на мгновение, все они поклонились тому месту, где только что стоял Хань Ли. К этому моменту Хань Ли уже вернулся в свое пещерное жилище на вершине горы, и он поставил каменный котел в комнате, прежде чем установить несколько ограничений. После этого он направился в свою тайную комнату. К этому моменту 3 обычных задания старейшины уже были выполнены, и истинная ось тяжелой воды также стала настолько мощной, насколько это было возможно в ее нынешней форме, так что пришло время подумать о пилюлях. На лице Хань Ли появилось задумчивое выражение, когда он сел, скрестив ноги. Друзья, эти главы просто вихрь событий. Хань Ли сталкивается с истинным бессмертным, от которого большинство на его уровне просто сбежали бы. Бой длится мгновение. Он использует истинную ось тяжелой воды и стирает врага в порошок. Но душа противника сбегает с помощью хитрой техники. Решив одну проблему, он создал новую – заноза на будущее. Дальше он не отдыхает ни секунды. Меняет рецепт вина «Огненная капля» на технологию создания бобовых воинов Дао, живых растительных марионеток, которые со временем станут невероятно сильными. Он сажает один боб в землю и начинает его выращивать. Это долгосрочная инвестиция в личную охрану. Потом он 2 года улучшает свою истинную ось тяжелой воды, переплавляя ее снова и снова. Мощь возрастает в 3 раза. Это уже космический уровень силы. Главный вопрос, что дальше? Боевая мощь обеспечена, ресурсы накапливаются, союзники есть. Готовлю следующие главы. Увидимся!